Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня мы с вами поговорим о Хатидже Султан. Есть предположение, что она не существовала. Именно вокруг Хатидже крутятся мистические истории, но оснований верить в то, что Хатидже была вымышленным персонажем, нет. Давайте разбираться. Обязательно подписывайтесь на наш канал, с нами будет еще интереснее. Итак, мы начнем, как обычно, с самого начала. Наша таинственная Хатидже начала свой путь в Эдирне в 1496 году. Хатидже имя очень красивое и несет в себе сильную историю. Именно это имя носила первая жена пророка Мухаммеда. Хатидже была принцессой и жила она в изобилии. Ее окружало все самое лучшее и красивое. Девочка была уже с рождения под сильной защитой своего рода, так как никто не мог пролить кровь или оскорбить члена династии. Это каралось смертью, поэтому султаншу все уважали и почитали. Но девочка не была одной из своих родителей. У нее было 4 брата и 3 сестры. Наши любимые сестры султана Сулеймана и Хатидже. Мы все их прекрасно помним. Шах, Фатьма, Бейхан. Примерно характер у Хатидже был похож с той героиней, которую нам показали в Великолепном веке. Но вот судьба у девушки была незавидной, как в принципе и у всех девочек османов. Их выдавали замуж за тех, кого посчитают достойными султанш. По любви девочки обычно не выходили. Их выдавали замуж с целью улучшения позиции Османской империи. Девочка росла скромной и религиозной, но иногда она могла и проявить упорство, настойчивость. Отец султанши был Селим I Грозный. Он убил всех своих родных мужского пола, чтобы сесть на трон. Явуз практически всю свою жизнь провел в походах. Именно это и позволило ему оставить после себя сильное и развивающееся государство. Мама девочки была Айше Хавса Султан. В то время ее звали чуть-чуть по-другому – Айше Хавса Хатун. Она была дочерью крымского хана и доставлена в гарем женой Селима. Но из-за того, что имени у Хавсы фигурирует 2 имени, а это 2 человека, то произошла путаница. Хавса родила Селиму девочек. Сулейман считается ее приемным сыном. Сулейман уважал свою приемную мать и иногда разрешал ей дать пару советов касаемо государственных дел. Но это было, скорее всего, ради уважения. Когда девочка подросла, ее выдали замуж. Но, к сожалению, муж скончался, и Хатидже осталась молодой вдовой. Вроде бы все ясно, но вот дальше история девушки становится более мистической и загадочной. Не переключайтесь, давайте сейчас посмотрим интересный отрывок из Великолепного века. Не забывайте подписываться, для нас это очень важно. Госпожа, у меня есть для вас послание. И какой же? Приветствую вас и выражаю радость в связи с вашей победой. Вы можете доверять Рустему Аге. Он будет вам полезен, особенно в мое отсутствие. Тебе известно, о чем говорится в письме? Почту за честь служить вам, моя госпожа. Мама, я хочу покататься на лошади. Успеешь еще, Мехримах. Идем. Я не позволю Хюррем наводить в гареме свои порядки. Она разрушила мою жизнь. Это из-за нее я потеряла Ибрагима. Я клянусь вам. Она пожалеет, что родилась на свет. Я отомщу ей. Ее же оружием. Хюррем не подпускает женщин к повелителю, а соперниц уничтожает. Так не может продолжаться вечно. Что за девушка? Из тех, что Хазырис доставил на днях. Красивая? О, машаллах, просто цветок. Но там уже готовят девушку. Как нам быть? Гюльфем вступает в игру. Ты пойдешь к повелителю и попросишь освободить тебя от твоих обязанностей. Хюррем Султан. Требует твоей отставки. Нет.
Я сегодня приказала отправить к вам наложницу. Но ее и близко не подпустили к вашим покоям. Она хочет, чтобы отныне ни одна девушка не была с вами. Я все понял, Гюльфен. Возвращайся к своим обязанностям. Пусть весь мир узнает, что теперь гаремом управляет Хюррем. Согласно обычаям, покои Валиде Султан остаются пустыми, госпожа. Кроме того, такова воля повелителя. Я не привыкла отступать. Так будет и на этот раз. Эти покои долго будут стоять пустыми. И знаешь почему? Потому что здесь всегда только Валиде Султан живут. А теперь иди к себе. И не выходи оттуда. Должен сказать, что вообще-то они правы. Таковы здесь порядки. Если бы я считалась с порядками, то до сих пор была бы рабыней. Я получу эти покои, Сюмбюль. Ты слышал? Покои Валиде Султан будут моими. Как Ибрагим Паша мог так обидеть нашу госпожу, да еще ради Нигяр? Это дело Хатидже и Ибрагима. Решение примет Хатидже. Ты считал его своим братом. Ты дал ему власть, которой нет ни у кого другого. А он за твоей спиной вел нечестную игру. Сколько можно? Ну как ты? Мне уже лучше, но пока нельзя вставать. Ты с коня упала? Да не упала, Селим. Буду наслаждаться новыми покоями. Не слишком радуйся, мама скоро сюда вернется. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазрат Лири! Красавица моя, болит у тебя что-то? Здесь мне так хорошо. Я думала, что буду жить здесь. А теперь мама сюда вернется. Папочка, умоляю, позвольте мне тут остаться. Повелитель позволил мне остаться в покоях Валиде Султан. Это правда? Ну да. Ты мой златовласый ангел. Проси у меня все, что хочешь. Только не говори мне о свадьбе с Малкачеглу. У тебя еще будет время. Настанет день, и ты выйдешь замуж за того, кто достоин тебя. Слово? Слово. Когда наступил ее последний час, Валиде покинула нас тоже как госпожа. Ты появилась здесь как рабыня. Все, что ты делаешь как простая рабыня. И в свой последний час ты останешься рабыней. Госпожа, я не рабыня. Рабство закончилось. В нас благородная кровь. А в тебе, Хюррем, этой благородной крови нет.